coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы наконец-таки продолжаем проходить игру Доки Доки Доп Сюжеты. Сейчас мы проходим именно сюжет понимания, доп сюжет понимания. Наконец-то допроходим его. Надеюсь, вы рады этому возвращению. Я рад, потому что сейчас крайне уставший и хоть чуть-чуть отдохну таким образом. Да и от Доки Доки я уже соскучился по нему. По Доки Доки я уже соскучился, и будет приятно в нее снова поиграть. Сейчас новый звук, я думаю, вы понимаете, сами можете понять по звуку, что да, он новенький, он новый. Буду надеяться, вам понравится там. Потом мнение свое напишите, как вам звук. Буду рад узнать. Ну а сейчас давайте приступим. Без лишних слов. Предыдущую серию посмотрите, предыдущий плейлист вообще весь пересмотрите с доп сюжетами, чтобы понимать, что происходит. Юрий и Моника заканчивают менять старые листовки на новые. Точнее, большую часть работы проделала Моника, а Юрий просто составляла ей компанию. Но вот они приближаются к клубу, и страхи Юри снова поднимают голову. Я не смогу. Нет, сможешь. У тебя все получится. Юрий вздыхает и качает головой. Я никогда не наберусь уверенности, так что надо просто пойти и поговорить. Сейчас или никогда. Юрий берется за ручку двери, но затем оборачивается к Монике. Ты ведь не будешь ждать тут под дверью, правда? Ха-ха-ха-ха, ну, я смогу сходить и прогуляться. Принести тебе кофе или чего-нибудь еще? Вообще, я предпочитаю чай. Но я люблю сама заваривать, так что не парься. Кстати, вот, конечно, минус клуба. Здесь я не могу пить чай, пока читаю. Ой, прости, зря я это сказала. Знаешь, раз уж об этом зашла речь, я думаю, нам разрешат держать в клубе все для чая. Ты ведь можешь кипятить воду в электрочайнике? А нам разрешат? Я постараюсь все устроить, было бы здорово. Юрий улыбается и согласно кивает. Ну ладно, я побежала, удачи тебе. Моника машет Юри, разворачивается и уходит. Улыбка постепенно сползает с лица Юри. Мечты отчаяния не спасут ее от необходимости сделать то, что она должна сделать. Но отступать некуда. Юрий делает глубокий вдох и робко открывает дверь в клуб. Юрий, подожди, не входи, я еще не закончила. Юрий в торопях шелестит бумагами на столе. Слова внезапно застревают у Юри в горле. В этот момент она осознает, чем Сайори занималась все это время. Я не ожидала, что ты сегодня придешь. Я надеялась к твоему приходу пройтись по всей первой главе, но я уже почти. Вот, смотри. Сайори протягивает листок бумаги. На нем красивым почерком и в идеальном порядке расположились заметки со списками и отметками маркерами разных цветов. Юрий смотрит на это, и тревога сменяется отчаянием. Я боялась, что ты во мне разочаруешься, так что постаралась еще лучше. Прекрати. Юрий прижимает кулаки к колбу. Пожалуйста, перестань. Я больше не могу. Юрий? Голос Сайори дрожит от потрясения. Она-то ожидала совершенно противоположной реакции. Прости меня, прости. Сайори грустно отворачивается. Я сделала что-то не то? Я не понимаю, если я сделала что-то не то, скажи мне. Юрий качает головой. Нет, дело во мне.
Я постоянно загоняю себя в ситуации, в которых люди боятся относиться ко мне нормально. Если тебе не нравятся такие книги, ничего страшного, просто скажи. Я не хочу, чтобы ко мне относились как-то по-особенному, только потому, что я странная. Но я не отношусь к тебе как-то по-особенному. Я просто хочу, чтобы мои друзья были счастливы. Вот я и подумала, если мы займемся вместе тем, что тебе нравится. Я не хочу твоей жалости. Зачем я это сказала? Юрий спускается на колени, голос ее дрожит. Мне очень жаль. По ее лицу текут слезы. Не так все должно было случиться. Ну почему так сложно взять и высказать свои мысли? Почему ты каждый раз отталкиваешь от себя людей? В голове у Юри крутятся злые обвиняющие слова. Она закрывает глаза, не в силах смотреть на Сайори и на мир вокруг. Нужно уйти отсюда. Бежать, пока Моника не увидела ее в таком состоянии, и пока Сайори не рассказала ей, что Юри натворила. Но прежде чем Юри находит в себе силы встать, она чувствует, как чьи-то теплые руки обнимают ее за плечи. «Ничего», — Сайори тихо шепчет ей на ухо. «Все в порядке, все в порядке». Охваченная отчаянием, Юри не в состоянии запрепятствовать или отодвинуться от успокаивающей ее Сайори. Она всхлипывает и тяжело дышит, пытаясь восстановить контроль над собой. Я понимаю, ты сейчас говоришь не то, что чувствуешь на самом деле. Я знаю, что это тебя грызет изнутри. Я правда понимаю. У тебя сколько угодно времени. Когда будешь готова, просто расскажи, что ты чувствуешь, и мы вместе это обсудим. Хорошо?» Юри снова всхлипывает и кивает. Она с минуту собирается с мыслями, затем начинает говорить, потихоньку успокаиваясь. Мне кажется, я настолько привыкла всех распугивать, что каждый раз, когда кто-то начинает хорошо ко мне относиться, я думаю, что это только из жалости. Я не умею общаться с людьми, поэтому мне никак не поверить, что я могу кому-то нравиться такой, какая я есть. Юри умолкает, но Сайори не прерывает ее и ждет продолжения. Я так обрадовалась, когда вступила в литературный клуб. Подумала, вот он, наконец-то, мой шанс завести друзей, разделяющих мои увлечения. Потому что мои увлечения — это единственное, о чем я умею говорить. Это все, что у меня есть. Но потом меня начинает нести перед другими людьми, и каждый раз думаю, что... И я каждый раз думаю, что выставляю себя на посмешище. Я ненавижу себя за это. Я хочу, чтобы со мной общались как с нормальным человеком. Но как ждать этого от других, если сама не умею вести себя как нормальный человек? Если я сама не умею вести себя как нормальный человек. Я просто мечтаю научиться ладить с людьми и перестать вечно все портить. Вот и все. Высказав все, что у нее накипело, Юрий начинает чувствовать себя увереннее. Сайори тоже замечает это, ощущая, как успокаивается дыхание Юри. Спасибо, что помогла мне понять тебя чуточку лучше. Знаешь, ты так здорово помогла мне, пока мы читали. Так что теперь я помогу тебе. Я помогу с тем, что нужно тебе. Но мне кажется, я быстро выведу тебя из себя, учитывая, сколько терпения нужно, чтобы со мной общаться. Хи-хи-хи. Знакомое чувство. Я волновалась о том же, пока мы с тобой читали. Боялась, что ты на меня разозлишься.
Но я бы никогда так не поступила. Я же сразу сказала, что очень терпеливая. Да, я понимаю. Но иногда бывает очень сложно заглушить свои иррациональные страхи. Мне кажется, и тебе тоже, да? Да, иррациональные страхи. В общем, я хочу сказать, ты никак не сможешь меня выбесить, потому что ты уже мне нравишься такой, какая ты есть. Я помню, ты говорила, что тебе трудно в это поверить, но честное слово, это правда. Не нужно быть экстравертом, чтобы нравиться людям. Вообще, я считаю, что ты по-своему очень тактичная и заботливая. Ты так волнуешься о чувствах других людей. И мы тут все странные. Это же литературный клуб, ха-ха-ха. Но самое лучшее, что все мы разные, и у каждого из нас свои интересы. Взять хотя бы эту книгу. Я читаю ее потому, что я хочу ее читать. Честное слово. Да, мне сложно с непривычки. Но это не значит, что я не получаю удовольствия. Как узнавать что-то новое, если ничего нового не пробовать? Верно? Я хочу понять, почему тебе так нравятся эти книги. Ну и в конце концов, если мне не зайдет, я так и скажу. Но все равно буду рада, что хотя бы попробовала и чуть больше узнала о тебе в процессе. Плюс ты же суперумная, может и мне капелька ума перепадет, ха-ха-ха. Юрий с трудом сдерживает улыбку. И, кажется, теплые объятия Сайори помогли рассеять тяжелые чувства у нее в груди. У тебя такие красивые волосы. Я всегда мечтала о длинных волосах, но у меня не получается нормально о них заботиться, так что я их срезаю. Юрий наконец расслабляется. В кои-то веки она может просто слушать, не беспокоясь о том, не ляпнула ли она что-то не то. Почувствовав это, Сайори отпускает Юри. Ей должно быть не просто расслабляться в присутствии других людей. Но если литературный клуб поможет ей в этом, чудесно, она этого заслуживает. Ну что ж, если я правильно поняла твои чувства, думаю, было бы неплохо продолжить чтение. Хе-хе-хе, это я и хотела услышать. Но помни, мы можем остановиться в любой момент. Если тебе не нравится, скажи об этом честно, я не обижусь. Конечно, но я не хочу судить о книге по первой главе, так что давай посмотрим, что будет дальше. Да, и еще. Мне очень хорошо трогать людей, не спросив у них разрешения. Ой, прости, пожалуйста. Я не хотела, не думала, что тебе неприятно. Нет, что ты. Ну, то есть, мне наоборот понравилось. Это я так просто ляпнула. А вот и я. Моника вернулась. Столько лет тебя не видела. Сайори бросается к Монике. Она громко шепчет. Можно я тебя обниму? Ха-ха-ха, ну конечно, Сайори. Сайори сгребает Монику в объятия. Кстати, да, Юри, тебе полезно будет знать. Сайори иногда превращается в обнимашечного монстра. О, не смей называть меня монстром. Монстр — это Артемис. Если он зайдет на трон, королевству конец. Ха-ха-ха. Юрий смеется, Моника в недоумении переводит взгляд с одной на другую, затем тоже улыбается. Я рада, что вам нравится читать вместе. В конце концов, это же наше первое мероприятие в литературном клубе. Кстати, о клубе. Ты так терпеливо расспрашивала о моих увлечениях. Мне кажется, было бы невежливо с моей стороны не попытаться узнать, что нравится тебе. Да, ты любишь поэзию? Юрий улыбается.
Конец доп. Сюжета. А вот и доп. Сюжет кончился. Сколько ж тут этих доп. Сюжетов. Уважение. Дальше идет уважение. Эх, интересная вещь. Буду надеяться, вам понравилось. Ой, приятно было погрузиться в эту вещь. В игру вновь. Но опять же таки именно жду ваших отзывов о звуке, буду надеяться, вам понравится. И простите, что я так долго отсутствовал. Извините, дела, я мотаюсь туда-сюда. Сейчас я еще вдобавок я сейчас, мне нужно следить прям за домом, прям тщательно, идеальную чистоту поддерживать. И у меня на это выходит почти по целый день. И это не очень приятно. Ну, ладно, буду надеяться, вы остались довольны. Не забывайте заглядывать в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И конечно же, не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Так вы о новых видео будете узнавать первыми и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!